Здравствуйте, друзья! В эфире Геоэнергетика Инфо. С вами Радайкин Максим и сегодняшний мой собеседник, главный редактор издания «Нефть и Капитал» Владимир Бобылев. Здравствуйте! Здравствуйте, Максим. На Украине не будет газа. Желающих помочь незалежной с поставками газа больше не осталось. Цены на топливо, по мнению Киева, слишком высокие, сообщил экс-глава газтранспортной системы Украины Сергей Макогон. Владимир, такой вопрос. А Украина вообще может закачивать газ? Ей есть откуда покупать газ? Потому что с Азербайджаном не сложилось. С другими поставками им, видите ли, дорого по европейским ценам. Что, собственно, происходит и будет ли газ-то? Тут этот вопрос нужно разделить на два. Первый вопрос технический и вопрос наличия газа. Может ли Украина где-то добыть газа? Да, безусловно, может. Потому что, в принципе, как и раньше, газом с Украины могут поделиться соседние страны, а именно Польша, Венгрия и Словакия. Собственно, как они раньше до этого это и делали, потому что основные объемы газа, которые Украина получала в последнее время, они, собственно, были как раз из этих трех стран. И такой газ у них есть, он поступает из России, как ни странно. Соответственно, проходит он через турецкий поток, через Турцию, дальше он попадает в Венгрию, соответственно, и Словакию, и оттуда Украина его покупает как венгерский и словацкий газ. Но мы же знаем, какие огромные месторождения газа сосредоточены в Венгрии, особенно в Словакии, как его там добывают и поставляют потом на Украину, и он, конечно, ни разу не российский. Во всяком случае, украинцы в это свято верят. Собственно, это их проблемы, во что верить, у всех свой символ веры. Так или иначе, такая возможность была. Также была возможность получать газ из Польши, поменьше, конечно, чем из Венгрии и Словакии, потому что одно дело получать газ по трубопроводу, что выгодно и удобно, другое дело покупать газ в стране, которая сама его покупает в виде сжиженного, и причем в основном из США. Это что касается технической возможности. Трубы на Украину по-прежнему есть, они работают в реверсном режиме, в это были вложены деньги для того, чтобы газ не шел, как раньше, из России через Украину в эти страны, а ровно наоборот, из этих стран на Украину. Соответственно, что касается объемов этого газа, то да, соответственно, Венгрия может закупить газа сверх того, что им необходимо, и перепродать его потом Украине. Такое возможно. А вот что касается финансовых возможностей, вот с этим, на самом деле все плохо. И как Украина будет выкручиваться из этой ситуации, я, например, не знаю. Может, они знают, может, кто подскажет, но так или иначе ситуация сложная, потому что у Украины своих денег нет. Страна фактически банкрот, она не может рассчитываться по своим обязательствам, долги у Украины просто колоссальные, поэтому найти сейчас деньги из внутренних резервов это абсолютно невозможно. Украина рассчитывала на то, что кто-то поможет деньгами из Европы, как обычно, но тут тоже как бы все не очень хорошо складывается, потому что кроме гранта, который предоставила Норвегия, и каких денег, которые выделил ЕС, больше никто Украину снабжать газом за свои деньги не хочет. Поэтому, собственно, газ есть, техническая возможность его поставить есть, излишки газа, которые можно продать, есть, а вот дальше все упирается в финансы. То есть дать денег Украине на покупку газа никто не хочет. Транзит газа через вертикальный газовый коридор тоже не очень получается, потому что все, конечно, Украину страшно поддерживают, но в основном на словах. А когда дело доходит до собственного кошелька, то тут желающих становится сразу все меньше и меньше. Я напомню, что через вертикальный газовый коридор была уже попытка поставлять газ на Украину, но не получилось, потому что транзитные страны, через которые проходит этот вертикальный газовый коридор, заломили такую цену за транзит, что, в общем, выяснилось, что все это дело совершенно невыгодно и экономического смысла в этих поставках нет. Сейчас ситуация ровно та же самая, то есть все готовы поддерживать Украину на словах, а вот помогать реально какими-то финансовыми вложениями никто не хочет.
Ну и, кстати, напомню, даже, может быть, если бы Венгрия и Словакия, они, в принципе, очень скептически относятся к поддержке Европы и Украины и, собственно, блокируют в основном все решения финансовые, какие-то экономические, направленные на поддержку Украины и укрепление ее военной мощи. Но в последнее время, я думаю, что у них появилось персональное чувство обиды на Украину. Ну, собственно говоря, наверное, даже не стоит объяснять, почему. А если вдруг кто-то не в курсе, так я скажу. Дело в том, что в Венгрию и в Словакию попадает не только российский газ, а еще и российская нефть, которая идет туда по южной ветке нефтепровода «Дружба». Собственно, кроме названия нефтепровода, больше ничего дружеского в нем не осталось, потому что если раньше этот нефтепровод связывал страны Восточной Европы и по нему поставлялась нефть, в том числе и через Украину, это вот я что-то загнул, по-моему, это северная ветка, ладно. В общем, раньше по этому нефтепроводу нефть поставлялась в Восточную Европу, а также в Европу Западную, на тот момент дружественные страны, потому что это были, собственно, ГДР, Чехословакия. То сейчас с этим трубопроводом чем дальше, тем больше возникает проблем. Северная ветка его уже давно не работает, ну а южная продолжает работать, и нефть по этим нефтепроводам получает Венгрия и Словакия. Так что же делает Украина? Украина наносит систематические удары по нефтеперекачивающим станциям нефтепровода «Дружба», расположенным в Брянской области России. Нефть перестает идти в Венгрию, в Словакию. Венгрия и Словакия возмущаются и, собственно, намекают Украине, собственно, соседи, дорогие, ну вот вообще-то мы вам тут газ поставляем на минуточку, а также электричество, а вы лупите по нефтеперекачивающим станциям нефтепровода «Дружба», из-за чего мы не можем получать нефть. Не делайте так больше, пожалуйста. На что Украина говорит, а это вы сами виноваты. Вообще-то мы тут все решили не пользоваться российской нефтью и газом, поэтому вы давайте ищите альтернативные источники снабжения нефтью, ну и, собственно, ваш вопрос будет решен. Я напомню, что это как раз главная проблема той же самой Венгрии, потому что еще в 22 году, когда европейские санкции стали потихонечку отрезать Европу от российской нефти, Венгрия выбила себе исключение из этих ограничений, потому что, собственно, в тот момент венгры сказали следующее, что коллеги, так сказать, по Европейскому Союзу, мы, конечно, все понимаем, но если вы найдете для нас возможность получать каким-то образом нефть для переработки на наших заводах и обеспечения нашей энергетической безопасности, тогда мы, конечно, откажемся от российской нефти. На что Европейский Союз благожелательно им ответил, ну окей, давайте тогда много денег, мы тогда построим за ваши деньги нефтепровод из Германии, и, соответственно, нефть будет приходить морем, разгружаться в Германии, потом по системе нефтепроводов идти через Германию, потом через нефтепровод, который вы построите за свои деньги, а эта нефть будет попадать к вам, и вам будет хорошо. Венгры сказали, вот вообще не устраивает такая схема, и выбили себе исключение из санкций для поставок нефти по дружбе. Ну и фактически вот до августа этого года все было хорошо, но Украина взяла и подорвала фактически нефтепровод «Дружба» примерно, ну почти так же, как она подорвала «Северный поток». Ну, соответственно, Венгрия теперь задумалась, а стоит ли Украине поставлять дальше электроэнергию. Ну, наверное, может быть, в том числе и поэтому Венгрия не очень хочет поставлять на Украину тот газ, который приходит к ней из России, за который она заплатила свои деньги. И такие демарши со стороны соседей, по-моему, ну, как-то, в общем, не стимулируют финансирование поставок газа для того, чтобы Украина пережила зиму. А как вообще относиться к недавним заявлениям господина Непана, как там его, Зеленского, который сказал о том, что не переживайте, если по нефтепроводам не будет идти российская нефть, российский газ, то и ударов по ним не будет. Как по ним может что-то идти, кроме как российское? Я даже не знаю, как это комментировать. Это, наверное, может быть равносильно тому, что
У нас тут возникли некие экологические проблемы, потому что человек в процессе переваривания пищи выделяет достаточно много дурно пахнущей субстанции. И для того, чтобы с ней побороться, давайте мы человека перестанем кормить. Тогда, собственно, вопрос с этими выделениями будет решен автоматически. Ну, это примерно та же самая история. Очень удобно закрывать глаза на какие-то вещи, когда тебе это выгодно. Ну, вот, опять же, повторюсь, несмотря на то, что Украина считает газ, который приходит к ней из Венгрии, из Словакии, венгерским и словацким, он же российский. Но, тем не менее, вы не, как это, любимый европейский лозунг, вы не понимаете, это другое. То есть, если на это глаза приподзакрыть, то, в принципе, можно это покупать и делать вид, что ты продолжаешь быть верным своим принципам. Я только не очень себе представляю, как он собирается выкручиваться в ситуации, когда российский газ и российская нефть перестанут поставляться по этим нефтепроводам, газопроводам, а он, так сказать, энергию для выработки электричества или отопления домов в Киеве, а также в других регионах собирается брать откуда? С азербайджанским газом ничего не сложилось. Поставки СПГ на Украину тоже история малопонятная, потому что неясно как, неясно откуда, неясно почем. Да и, собственно говоря, те поставки нефтепродуктов, которые осуществлял, например, Азербайджан по морю в Одессу, на терминал в Измаиле, сами видите, чем все это кончилось. По терминалу в Измаиле были нанесены такие впечатляющие удары, что горел он очень долго, и 17 резервуаров, которые там раньше были, по-моему, осталось очень мало. Вот кто в данной ситуации отважится брать на себя ответственность за поставки на Украину, при том, что в процессе этих поставок можно получить ракеты по поставкам, во-первых, а потом еще и Украина может где-нибудь почему-нибудь долбануть и сказать: товарищи, а вы сами, собственно говоря, виноваты. Зачем вы покупаете российскую нефть и газ? Вот мы же предупреждали. То есть вот эта вот непоследовательность и ну, какой-то достаточно хамский подход по отношению к тем соседям, которые пытаются сделать тебя хоть как-то лучше, ну, наверное, это очень сильно отвращает любых доброжелателей, которые Украине хотят как-то помочь. Ну вот европейцы готовы помогать частично деньгами, потому что по деньгам в процессе их перевода из европейского банка в украинский удара не И наносят. возвращаясь к теме «Зима близко», вот данная ситуация, она уже сложилась, ну, рискованно для Украины в части срыва отопительного периода на всей территории, или они вот как-то на тоненького смогут пройти там на угле, на мазуте, на прочем? На чем-то, безусловно, пройти можно. Другое дело, что по украинским же оценкам им не хватает примерно 4,5 миллиардов кубометров. Ну, это реально много. Ну, наверное, это примерно там пятая часть годового украинского потребления. Соответственно, видимо, придется как-то принимать какие-то экстренные меры. А как это будет выглядеть? Ну, собственно, мы это наблюдали на примере прошлой зимы Молдавии и Приднестровья. Ну, просто вырубается все, что можно вырубить. Дома замерзают, отопления нет, на улицах стоят пункты обогрева. И, кстати, я напомню, что слово «пункт обогрева», оно как раз появилось прошлой зимой как раз на Украине, куда можно было прийти, погреться там у какого-то обогревателя, попить горячего чайку. Собственно говоря, это то, чем страна может помочь своим жителям. Хотя, как мне тут коллеги говорят, довольно цинично, можно, в принципе, сократить потребление и сделать это достаточно просто. Например, взять и отдать там Днепропетровскую область или Харьковскую. Сказать: все, мы оттуда уходим, пускай Россия забирает и сама разбирается с отоплением и газоснабжением и электроснабжением этих регионов. Владимир, большое спасибо за комментарий, друзья. Подписывайтесь на телеграм-канал Геоэнергетика Инфо. Подписывайтесь на телеграм-канал Нефти Капитал. Крайне рекомендуем. Ссылки будут в описании и закрепленном комментарии. Там же будут реквизиты для желающих финансово поддержать наш проект, чтобы мы и дальше также бодро вещали на всех площадках, также без монетизации, благодаря исключительно вашей помощи и поддержке. Спасибо, до новых встреч.